Всем доброго времени суток. Сегодня у нас на связи топовый боец лиги ACA Узаир Абдураков. 10 мая в Санкт-Петербурге пройдет большой турнир ACA 186. В главном бою будут драться Кирилл Корнилов и Адам Богатырев. И сегодня Узаир постарается дать свои прогнозы на этот предстоящий турнир. Узаир, перед началом спрошу, по 10-бальной шкале сколько дашь турниру? Алейкум ассалам. Кстати, мне очень нравится, вот ты очень хорошие вопросы задаешь. Приятно бывает с тобой общаться уже не первый раз. По турниру, который пройдет в Питере, Да, будешь... На самом деле, я в прошлый раз у них турнире был, и моя оценка прошлого турнира из-за того, что очень много бойцов вылетело, была, знаешь, там, ну, из 10, наверное, 4, знаешь, и окружение там еще со мной пришло туда. Они не досидели и ушли. Так как бои снялись, какие интересные, знаешь, и пить, ну, не так много людей тоже было. Все было пустой зал. А в этот раз я смотрю, карт прям такой очень хороший, раскачанный. Там есть такие два громких, тоже два или три воя, которые принципиальные. Хирмагомедов есть. Потом Адам есть, Богатырев. Богатырев же, да? Богатырев, правильно да. говорю. Да, и вот с Кириллом у него бой тоже такие. Они раскачали так. Карт такой насыщенный. Я думаю, народ тоже будет по шкале, наверное, 8-9. Если брать, так интересный турнир. Ну, некоторые бои даже. Мгм. Тогда начнем, наверное, с Давай, давай. с первого боя. Михаил Егоров против Ахмеда Магомедова. Этих бойцов ты знаешь, Узаир? Ну, наверное, вот Михаил, боец, ты, когда был на турнире ACA в Питере, он дрался Ага. с Абдакаровым, они такой очень зрелищный бой показали, кровавый бой был. На Помнишь? самом деле, я тебе сейчас ничего не отвечу. Ничего не отвечу насчет этого. Если... Давай я кого-то прям конкретно, кого знаю, кого в зале, там знаком, да, прям как на какие бои, я тебе могу прям дать прям конкретные прогнозы. Ну, Магомадов это дебютант лиги. Ну, в таком случае давай обратимся за помощью к интуиции. Что интуиция подсказывает? Интуиция. 50/50 дальше. Дальше Богдан Плутакин против Жаннабекова. Их знаешь? 50/50 дальше. Дальше Муминов Исрапилов. 50/50. Понял? Батиста против Одинцова. Герберт Батиста против Михаила Одинцова. Батиста, такого с Это брат, крепкой спиной, который с Мехди дрался еще. это его брат, Да? да, брат его. Ну, младший брат это не старший брат, это разные вещи. Ну тут, что, Одинцову дам. Одинцов же, правильно? Да, Одинцов. У младшего брата, знаешь, я вживую пару раз видел, но это не старший брат, это совершенно два разных бойца, короче. Это прям совершенно два разных бойца. Старший брат, это старший же, да, который вот с Мирги Дакаевым дрался. Честно, старший, младший не знаю, но его Ну, брат, да, дрался с ним. другой вообще с характером, знаешь. Он еще выходит там, ну, не ради там, как бы, спорта, он прям выходит, прям драться. Прям. Это разные люди. Ну, младший брат два раза видел, если не ошибаюсь. Вроде оба раза проиграл. Или же, да. Или один раз проиграл. Один раз вроде видел живую. Ну, чуть нехорошо так себя показал. Мгм. Вроде Бог- как. Слушай, ну, один совладал. Мгм. Богданов по Лукуине. 50/50. Дальше. Я, если... Бойцы, они все крепкие, знаешь, я просто этот, ну, не слежу за ними. За ними есть только вживую так посмотреть. А вот дальше сейчас бойцы там интересные есть, прям такие, прям которых я смотрю, короче. Мгм. За них И там прогноз. Давай, дальше. дальше Галочкин против Празереша. Наверное, Галочкина ты знаешь. Это такой бой, где Да. новая эра против старой эры. Галочкин такой перспективный боец, молодой, а Празерес такой сложившийся опытный боец. Он в UFC дрался, с Шавкатом Рахмоновым дрался, с Гилбертом Бёрдсом дрался. Гилбертом почти... Галочкина ты говоришь? Это Или с другого бразильца? бразилец. Да. Ну, Галочкин такой, на самом деле, знаешь, я его один-два раза вроде видел. Теплый такой парень был, такой улыбался, знаешь. Ну, знаешь, у человека же нельзя первое впечатление поменять. И он хорошее впечатление о себе оставил. Галочкин же. И он еще такой крепкий пацан, тяжело бьет из попадет. То есть я на него поставлю. Мгм. Дальше Песоа Долгов.
Долгов фамилия знакомая. Он в Питере дрался в прошлом году, если не ошибаюсь, с Ибрагимом Магомедовым. Дальше Бигдаш, Виталий Бигдаш против Артура Астахова. Знаешь его? Бигдаш, да. Это он пройдет второй бой в лиге. Он с One Championship боец. Он что, тяжело бьет, да, это Бигдаш? Не смотрел его бои, честно. Бигдаш. Да, 50 на 50. Понял. Да. Дальше Мусакаев против Джибилова. Джибилов это дебютант лиги, сосед парень. О, есть дебютанты? Новое Да, подписание? много дебютантов, много тех, кто проведет второй бой на турнире в ACA. А. Он Просто я ни одно много. подписание не видел в России за последнее время. Может, он давно подписался и не дрался, наверное, да, типа такого. Замена, короткое уведомление. Как уведомление? Да. Ну, это сейчас практически единственная возможность попасть в UFC. Эй, знаешь, как, ну, как раньше, там, ну, как UFC, да, то же самое в UFC. У меня даже такие вопросы иногда бывают, знаешь. Есть вариант, говорит, на один бой в UFC, говорит, попасть. Я говорю, таких людей не знаю, кроме Марата Гафурова, говорю. Ну, тяжело попасть, лига очень хорошая, знаешь, и как проходной двор делать из этой лиги тоже, ну, по одному бою, это не самое лучшее решение, на самом деле. 50 на 50, да, этот бой. Мгм. Дальше Руслан Шамилов против Гаджимурада Хирмагомедова. Хирмагомедов это Я молодой. Магомедова очень хорошо знаю. У него, знаешь, у Хирамагомедова, я всегда вот об этом тоже думал, всегда тоже говорил. Его навыки, его характер сильнее его навыков. Знаешь, если у него где-то навыкам не может, не хватает, он характером это берет. Я помню, когда мы в Москву прилетели, у него было 8 кило лишних. Прям на весы стоят 8 кило лишних. Я говорю, не сгоняй сам себе, да, там, грубо говоря. Лег день взвешивания в весе. Понимаешь, человек, ну, он такой, понял, настырный, характерный, короче. Но бой принципиальный, кстати. Знаешь, там еще у них закус был, если не ошибаюсь, на Уралфайте. Уралфайт вроде принципиальный. Ну, Шамилов тоже работал, кстати. Он к нам приезжал в зал. Мгм. Тоже парень. Хирамагомедова давно знаю, знаешь, пацан такой хороший. И все. Ну, наверное, Ну, да. у Гаджимурадов. Хирамагомедова опыт сумасшедший. Если брать со стороны спорта, да, с точки зрения, да, и это, ну, никому предвзято тоже не отношусь, там, Шамилов тоже не притесняю, не притесняю, знаешь, грубо говоря, ну, 60, наверное, процентов Хирмагомедова. Хирмагомедов опыт есть и характер есть. Хирмагомедов там, ну, чуть ли не совсем понравился. И в таких принципиальных боях он принципиально хорошо готовится. Понял. Хирмагомедов отдал. Перейдем тогда к основному карду. Александр Маслов против Юрия Федорова. Маслов пройдет свой второй бой в лиге, и он сразу в основном карде. Это, по-моему, такая же ситуация, как и у тебя. Ты подрался с Кошкиным, и затем во втором бою в ACA провел бой с Бойко. Тоже в основном карде. Такая же ситуация была. Да, да, мы еще вообще в основной карт попали. Не то, что Почти основной, что. там еще все главное событие. Да, главное событие вот попали. Я когда нам первый раз карту видел, я тренеру говорю, увидишь, говорю, послетает, мы этот. Если не главное, то что главное будем говорить. И вот так послетали, короче, что главное попали. Ну, 50 на 50 давай. Я, знаешь, на самом деле, ситуация такая, как ты и говоришь. Основной карт попали. Я их особо не знаю. Знаю, наверное, видел, наверное, бои смотрел. Ну, так, ну, по именам тяжело сейчас сказать. Я. Мгм. Дальше тогда Максим Гришин против Евгения Егимбердиева. Гришин это который Ахмат представляет, да? Да, экс-боец UFC. Экс-боец UFC такой, высокий такой, Да, полутяжелый вес. тяжелый весь. Он такой с прической был в крайнем бою. Мне очень он понравился на самом деле. Знаешь, как он дерется, такой, тяжело бьет. Против кого он дерется сейчас? С Егимбердиев. Егимберди. Егимберди у нас откуда? Фамилия очень знакомая. Представляет он Казахстан. Егимберди, Казахстан. Егимберди. Слушай, это Егимберди, это который с Муслимом дрался? Честно, не припомню такого. А, ну, Гришин, да. Гришин такой, молодец, хорошо бьет. Еще и в возрасте же, если не ошибаюсь. Не знаю, Ну, по честно. лицу, ну, по лицу как 35 ему. Ну, примерно, наверное, так. Да, ну, сила есть мужская у него. Тяжело бьет. На самом деле, я в Москве его бой вживую смотрел. Мгм. На него.
60. На него, короче, ставлю, процента не ставлю. Мгм. Ты там собираешься сделать или что? Ты собираешь у всех Не-не-не. 10% сюда отправишь, говоришь? Шутки. Дальше возвращение мотиватора Марата Балаева. Драться он будет с Акраном Диазом. Ну, как думаешь, он удивит всех? Победит? Ну, в таком возрасте возвращается. Знаешь, должное Марату, его заслуги прям сумасшедшие, в таком возрасте это все сделать. Ну, реально, вот эта история сумасшедшая. На самом деле, таких прям 1 на 1 000 000, 10 миллионов таких людей. Я помню, я когда как-то один раз... я ногу сломал, короче, когда боюсь с Мирдим. Ну, Мирдим мне ее сломал, короче. И нахожу запрос, смотрю, Марат Балаев пишет. Он говорит, у меня тоже такой перелом был, вот он мне скидывает, сделай вот так, мне так приятно было же. Ну и само мужское поведение его, да, там в обществе. И это заслуживает большого уважения. Возраст, ну, возраст свое берет все равно. Ему, не скажу плохо за Марата, но ему уже молодые недавно там, ну, все равно подсказывали, что надо уходить. Если брать его тот бой, который он дрался в хардкоре, или где он там дрался, в хайпе, Тор? м, Не помню. с этим Ахмедом Криком, который дрался. Может быть. Да, да, да. Но он очень такой, ну, это не тот Марат Балаев был в этом бою, знаешь. Да, ну, той мощи не было, того желания, там, знаешь. Ну, не знаю сказать. Тяжело будет Марату, наверное, это из-за возраста. Может быть, голова все помнит, но тело все равно, у тела есть ресурс, он черпается, он истощается, он заканчивается, как бы это ни было. Ну, я, если честно, не хочу этот бой смотреть, на самом деле. Я как бы уважаю Марата Балаева и не знаю, почему он решил подраться. Может, ну, я не могу это ответить, так как я не в таком возрасте, знаешь. Может, все равно кровь кипит, закипает, хочется подраться. Ну, никому не буду ставить, но Марату Балаеву не стоило выходить. Если он выиграет, ну, я не знаю, это будет прям такое, знаешь, такое легендарное возвращение легендарного Марата 2. Вот так это будет. Ну вот если представить, если бы ты завершил карьеру, и тебе, ну, ты уже в возрасте боец, тебе уже около 50, ты хочешь, ну, горишь желанием вернуться. Ты бы вернулся? Ну, это такой тяжелый вопрос, знаешь. Там, где я не был, как я тебе отвечу. Не, тяжелый вопрос, знаешь. Ну, 50 лет я, наверное, я же не знаю, до этого возраста живу, и на самом деле организм черпается, истощается. И то, как я его истощал первые 5 лет, да, чтобы набрать того же уровня, как и другие бойцы, потому что я в 22 в спорт пришел, и я так тренировался, ну и так тренируюсь иногда. Я, короче, края остановок, понял, не видел. Вот мне тренер говорит, все, хватит, все, хватит. Я так готовился к Устару первый раз, что я домой приходил, и мне друг, который прям не, ну, нету в спорте, он не в спорте, он говорит, так надо, говорит, или что, говорит, я не понимаю, говорит, ну так истощил свой организм, знаешь, ну так пытался к этому подготовиться, знаешь, всю прям отдал. Мне еще даже сегодня тоже с тренером разговаривал, он говорит, ну зачем мы так убивались, говорит, я не понимаю. Мы слишком большую планку взяли, мы ее прошли, но в конце уже все знаки. То ногу сломал, фаланги сломал на ногах, то сустав на руке, последний день уже все, приступы, почки пошли, приступы, все дела, короче, вот эти, знаешь, истощается организм. И это, видишь, как бы не было, им еще большие последствия тут. Это мне 28-29 лет, я просто не представляю за 40, 45, 47, знаешь, это прям, еще прям, ну, не столь таких отдаленных местах еще были, все равно там тоже организм, ну, тяжело быть, брат, не знаю, тяжело сказать. Я бы не хотел, чтобы легенда возвращалась. Легенда это такое имя, что она всю жизнь легенда, это имя, знаешь, ей не нужно возвращаться. Не думаю, может, Марат посмотрит, увидит. Ну, Марат это прям легенда.
Ну, раз уже вернулся, надо газ держать 100%. А давай со стороны лиги вопрос, да, какой? А кого в Питере? Скажи мне громкое имя, кроме Марата. Как Марат, то есть. Ну, нет такого. Как Марат, нет. Вот, поэтому Марат в карте, знаешь? Вот. Это я со стороны лиги, да, говорю, ну, защиту лиги говорю. Если будут вопросы лиги, почему вы его там пустили, да, там, он же там, ну, взрослый, как бы не было. Ну, свое уже как бы не было. Ну, кто, если не Марат, скажи, кто, ну, как бы со стороны стадиона заберет? 100 людей. Там многие люди на Марата приходят. Я просто другого тоже не вижу. Защиты лиги, как бы не было. Ну, своим Знаешь. присутствием он прям весь карт наполняет. Сразу видно. Вот, я же про это и говорю. Кто, если не Марат? Это знаешь, кто, если не Марат? Потому что у него история прям сумасшедшая. И там, он прям дрался с отморозками, он никогда не говорил нет. Если я не ошибаюсь. Он такие бои выдавал. Мгм. Я, кстати, знаешь, за билеты купил, принципиально поехал на второй бой с Раисовым посмотреть. А Знаешь, тогда, да, когда они дрались? да, 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 когда дрались, когда Раисов еще в кимоно выходил в синем, вот это запомнилось, знаешь, в синем или синем кимоно он был, или выходил, вроде выходил. Не помню. Еще вышел тогда за спину, знаешь, он... Ну, во втором бою это не Марат был уже, Мгм. знаешь, а Раисов не тот Раисов был, он уже такой был. Раньше же молодой, он налетел на Марата, устал, и Марат начал, за короче, газ держать. Мгм. Ну, тогда перейдем мы к главному событию вечера. Анатолий Бойко против Алексея Шуркевича. Ну, у вас, Бойко, своя история есть. После вы проводили бой, после него у вас такие образовались дружеские, приятные отношения. Ты за Бойко будешь болеть? Я из Жорника, чтобы лучше подрался. Такое лицо сделал, как будто младший брат дерется, возвращение Бойко. Каждый, кого не увижу, кто там как-то что-то связан с ним. Что, когда Бойко возвращается? Когда Бойко возвращает? Ему, наверное, столько не спрашивают, как меня спрашивают. А ты Теплый удивился? парень. На самом деле. А? Ты удивился, когда он завершил карьеру после боя с тобой именно? Ну, на момент, там, на секунду, знаешь, потом так прокрутил момент, то, что он молодой, то, что он так, знаешь, на эмоциях это все сделал. Как бы, у него, может, прокрутил мысль, чтобы завершать карьеру, он прокручивал, наверное, у себя мысль, но, видишь, вот эмоции тот день взяли, и вот тот день завершил он, знаешь. Я ему когда тоже после боя, мы там внизу отдельно разговаривали, я ему говорю, вот ты видишь как, ну, чуть-чуть, да, ты что-то сомневался в себе. Уверенность же такая вещь, один раз чуть-чуть, и очень тяжело ее бывает возвращать. Он на уверенности, там год, боец года вроде был, он как прошелся, там, знаешь, там, с Кошкиным там подрался, выиграл его, потом нокаут там дал такой серьезный с хайкика вот это. Я на него прям там готовился тогда. Ну, на самом деле, знаешь, многие после нашего боя, там, с Бойко, очень сильно его, как бы, ну, стали, как бы, но он очень сильно, на самом деле. Я в тот день был готов подраться с двумя бойками. Я так просто, ну, столько этапов сборов прошел, короче. Знаешь, можно прям жестко тренироваться, но долго невозможно этот пик держать. Я с Кошкиным дал, чуть время прошло, вот я тренировался как... Я даже когда не в бою, бой не назначили, я так же как будто в бой готовился. Потом первый, второй этап, потом уже сразу бойко, потом на какие-то сборы, потом еще на какие-то, видишь, организм, ну, ресурс падает, и вот видишь, у меня один за, короче, прям посыпался, никогда травмы не беспокоили, и тут как, понял, знаешь, пошло, короче. Ну, сейчас все хорошо, все отлично, знаешь. Ну, на самом деле, Бойко очень сильный пацан. Он еще ему, сколько там, 23, да, или 22, если не ошибаюсь, 24 максимум. Бля, уже спарринги, кажется, серьезные были сегодня. Голова не думает, не помнит. Ну, я с ним, когда он сюда приехал, в Дагестан, я чуть с ним поработал, он реально прям, он и борется. Он бьет хлестко, короче, знаешь. Он и грэплинг у него хороший. Думаете, я там его там не хотел залежать там, понял, на полу там с болевой сделать? Конечно, хотел, почему не хотел? Мог бы сделал бы, не сделал. Знаешь. Ну, чуть-чуть грязную работу он не тянет.
вот эту вот непонятную, знаешь, вот эту вот грязная работа, это когда, знаешь, борешься, бьешь с разных углов, вот это. Потому что он, когда я чуть-чуть грязную работу начал делать, он уже там чуть растерялся, ноги тяжелые у него стали, знаешь. Ну, у нас Бойко очень крепкий парень. Я думаю, ну, Бойко, на Бойку ставлю. Братишка, 99% тебе отдаю. 1% то, что он вес не сделает. Другой соперник, все. Сейчас пахать вроде начал. Нормально так. Это знаешь как? На полумерах все делать и выходить в эфире. Это же глупость, нет? Это как идти на войну с Ахалашонкой, блин. Понял? Ну, это так было, короче, знаешь. Надо готовиться, делать все причины создавать надо. Действия надо делать. А не думать, что я там это сделаю, то сделаю. Надо делать, брать и делать, не думать, короче. Вот такая вещь в спорте. Надо просто делать, делать, делать. Иногда так переписываемся. Он пашет вроде как. Вроде как пашет, и я думаю, он вернется. Он недооцененный боец. После крайнего нашего боя, знаешь, его так чуть засомневались в нем. Ну, я-то знаю. Я же с ним в клетке был. Я же с ним за клеткой был, как бы. Он очень сильный, на самом деле. Мгм. Тогда Да. перейдем к главному событию. Кирилл Корнилов против Адама Богатырева. Это будет у них реванш, получается. В первом бою выиграл Адам удушающим приемом в четвертом раунде. Я А, записывал интервью с Адамом, записывал интервью с тренером Кирилла, Вячеславом ага. Сухомлетовым. Адам считает, что нокаутирует техническим нокаутом Кирилла и считает, что до чемпионских раундов бой не дойдет. Вячеслав, тренер Кирилла, считает, что бой дойдет до судейского решения. А вот ты, как болельщик со стороны, как считаешь? Это тяжи. Там дойти до судейского решения, это уже, там, знаешь, ну, они оба тяжело бьют. Мгм. А кому предпочтение дашь? Адам Богатырев, мы с ним так тьфу заобщались. Не знаю, очень симпатизирует. Ну, такое, понял, да, как там бойцу, даже как к человеку. Не как бойцу, а как к человеку, знаешь. Мы с ним там сидели недалеко и так разговаривали, знаешь, он такой приятный пацан. Он прям такой приятный, прям, знаешь, ха-ха, хихи. Конечно, когда раскручивать начали бой, он прям четко это делает. Я помню, когда был этот, как это, премия была, когда награждали, там, дебют года, боец года, там. И у них там он вышел, богатырь, он прям, знаешь, он прям с 3-4 слов сразу Кириллу в голову зашел. Он растерялся чуть, Кирилл, знаешь, он не ожидал, прям, он остро отвечал, он подготовлен. Он даже не подготовлен, он сам такой, знаешь. Он сразу ему в голову зашел. Я не знаю, вот я... Ну, сразу тут даже видно было по лицу, чуть растерялся Кирилл, знаешь. Это можешь сказаться в бою? Такое. Конечно, конечно. Как ты думаешь, если у человека появится хоть одно маленькое сомнение, он может за нее ухватиться в тяжелом положении? Конечно, первым делом сразу же. Да, элементарно, даже на беговую дорожку стоишь, с настроем на 10 километров. Чуть тяжело становится, мысль промелькает, знаешь, как, до 5 побегу-ка. Знаешь, а когда до 5 уже близко, там уже километр осталось, и ты думаешь, да, на 5 остановлюсь. Хватаешься сразу за свое сомнение, знаешь, да? Или надо, не надо, вот это. Я, кстати, насчет этого очень такой. Я не даю, стараюсь не давать себе ни чуть промежуток, что там я что-то не смогу сделать. Я, прикинь, столько действий предпринял, все делал, как бы, ну, да, по плану. Я не должен сомневаться в том. Сегодня даже элементарно, там мне спрашивают, с кем дерешься. Я говорю, с ним. Он говорит, он тяжело бьет, говорит. Я что, слабо бью, что ли, тоже? Я отвечаю ему, знаешь. Ну, я сам себе в голове не даю секунду даже промежутка, что у меня что-то не получится. Сомнение– это сильная вещь. Страх. Сомнение же это тоже страх бы страх. А почему сомневаюсь? Потому что что-то не получится. Значит, страх. Страх это самая сильная вещь, которая есть. Нельзя, короче, вот эти сомнения, короче. Но он сразу ему в голову зашел. Не знаю, какое там видишь, составлять. Ну, Адам сразу залетел в голову ему. Сразу на первый же. Адам может это делать. Даже вот смотреть Кирилла прошлый бой. Как его? С Вахаевым. Вах- Вахаев столько сделал, не зашел ему в голову. Не зашел? Не зашел в голову, знаешь? Мгм. Он не смог его с толку сбить. А вот
Адам сразу с двух-трех слов, знаешь, так остро ответил ему. Тут, и, знаешь, не знал, что ответить, говорит. Ну, Адам молодец насчет этого. Он раскачивает, и как бы не глухой боец лиги, знаешь. Я помню, как-то я с этим был, ехал с этим Бадаевым. И он А, такой, наконец-то, говорит, наконец-то. Я тоже думаю, что случилось? Что-то там сверхъестественное. Он говорит, он закинул бойца одного имя, говорит, наконец-то он выставил какую-то хоть публикацию, говорит. Знаешь, вот одной публикации радуются. Вообще, лига для них много делает, а они для лиги мало, знаешь. Ну, как-то эгоистические отношения с лигой нет. Надо же продвигать, они тебя продвигают. Я с лиги там один шаг, грубо говоря, такой навстречу сделал, начал что-то делать. Они мне там 20, 30, 40, 50 шагов навстречу сделали, знаешь, это так. Не надо глухим бойцом быть, надо продвигать. Адам молодец, он делает, знаешь, для лиги там он продвигает, знаешь, молодец. Поэтому он сегодня в главном бою у нас, нет? да, да. То Вот, есть это будет президентский бой, кстати. да, тем более, видишь, это так бывает. Мгм. Надо продвигать. На сегодняшний день день такой, ну, время такое, что как бы не было соцсети, популярно, но уже набрали на обороты, и надо продвигаться на них тоже. Это немаловажно, это 50%. Сколько сдали, столько и там надо пахать. Все, в принципе, да, или еще что-то какие-то вопросы есть? Да, все, наверное. Это был последний бой турнира, главный бой был. Да, все тогда, Узаир. Все, хорошо. Верим Кстати, у прогнозы тебя будут. прогнозы, да, знаешь, в прошлый раз, когда мы разговаривали, у тебя такие вопросы были, рядом пацан сидел недалеко. Это кто, говорит, такие вопросы хорошие написал? Говорит, ну, подготовлено все, знаешь. Ну, очень приятно было, на самом деле, молодой парень, чтобы так подготовился. Молодец, Каз, держи дальше. Очень приятно. Меня, Я думаю, за такими, как ты, будущее этого спорта. меня очень поддержал Узаир. Тогда согласился, сейчас согласился. Спасибо большое. 25/8 любое время. Я понял. Хорошо. Кроме воскресенья, воскресенье бойцы отдыхают. Шутки. Ладно, обували. Все, Пойду я ассаламу тоже. алейкум, Узаир. Да.